Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо, открыв это видео. И Таро-расклад, что вам хотят передать высшие силы? Какой вопрос разрешится у вас в ближайшее время? Вот я решила сделать такой расклад, потому что сегодня 13, правда не пятница, четверг, но это у нас 13 августа и первый день в коридоре затмений. До конца месяца практически вчера было солнечное затмение, и перед нами открывает тот период двухнедельный, и завершится 28 числа. Помним, что такие события планетарные очень важные. А именно вторая половина августа, она не похожа даже на первую половину. И вот именно энергии в нашей жизни будут меняться. Далее нас ждет с вами очень большой период ретроградности. В каком плане? Потому что осень, зима, причем если мы говорим об Уране, ретро-Уране, это будет с заходом на 2027 год, мои дорогие. То есть мы говорим причина и следствие. Вот давайте с вами и узнаем, что нам расскажут карты, что вам хотят передать высшие силы. И вот в такой поворотный момент судьбы, что будет происходить? Может быть, вы что-то услышите, узнаете. Но явно для каждого из нас будет решаться какая-то тема, какой-то сюжет. И вот этот коридор затмений подразумевает, что если у нас одна дверь открывается, то есть и другая дверь, которую нам еще предстоит закрыть, может быть, или, по крайней мере, это так условно, да, мы говорим это на словах «закрыть», но это какой-то вопрос, который вы вот именно для себя определите с точкой. И это будет происходить ближе к концу месяца. Вот давайте с вами узнаем. Кто открыл это видео чуть позже, тогда вспомните, мои дорогие. Пусть вы открыли через год, через два. Неважно, вспомните, с чем у вас был связан август, вторая половина августа 2026 года. Явно есть по планетарным событиям судьбоносность момента, мои дорогие. Кому более интересно, приглашаю на свой сайт. Там у меня астрологические прогнозы, вы можете узнать поподробнее. Итак, что вам хотят передать высшие силы? И спросим мы, все же, я так думаю, это будет не сигнификация. Мы сразу начнем с вами расклад, но по первым картам, потому что нам хотят сказать высшие силы, вы можете себя узнать, насколько вам подходит этот расклад или нет. И наш расклад подойдет как и для мужчин, просто перекладывайте на себя, так и для девочек. Неважно, все девочки, неважно в каком возрасте. Итак, вот, конечно, мы спрашиваем, что же, да, у вас сейчас, как на пике, может быть, какой-то сюжет. И у нас выпадает аркан башня. Ну, вот как раз судьбоносность момента где-то эта карта подчеркивает. У кого-то буквально документы. И неважно, мы все разные, расклад общий. У кого-то это будет история личной жизни, но тогда нерешенные темы, вопросы, которые все равно сводятся к оформлению, может быть, да? И тут, конечно, по-разному. Оформлению отношений или оформлению, подписанию каких-то важных бумаг, может быть, и так. Может быть, это будет связано даже, к примеру, с недвижимостью, тоже нужно решить. Или какие-то юридические незакрытые вопросы. Что еще о вас расскажут карты? И действительно, тут какой-то незакрытый гештальт, потому что по аркану Луна все как-то пока в полутени. Есть какая-то нерешенная тема, и тут будет, опять же, у каждого она своя, и на сегодняшний момент именно юридическая тема, связанная с мужчиной, у вас не решена. Для кого-то я могу предположить, что это история все-таки любви, но тогда это та история любви, которая связана с вашим благополучием. И что нам рассказывают еще карты? Тут скорее либо сложная история отношений, потому что мужчина с чем-то не определился. Не определился, может быть, для себя, как в своем направлении. Он раздумывает. Здесь может быть сложная история отношений, когда, ну, на какой-то процент вы уже, допустим, состоялся разговор, вы уже что-то обсуждали. Или у кого-то из вас, мои дорогие, прежде, может быть, это было месяцы тому назад, да, так ведь тоже бывает, или дни, недели. Состоялась таки какая-то беседа, а может быть, какая-то история непростая именно ваших взаимоотношений, когда
Ну, не решился на что-то мужчина. Почему не решился? Особенно по этой карте, обратите внимание, Чиро Маркетти нам буквально мужчину показывает. И он держит в руках розу. Роза – символ любви. Но что интересно, изображает босиком мужчину. Причем розу-то он в руках держит, но смотрит в другую сторону, я бы сказала. Возможно, это такое погружение сейчас идет в собственные мысли или такой период ответственный у конкретного мужчины, когда он сам чувствует, ему нужно определиться. Ваши взаимоотношения, так или иначе, у каждого тут свои какие-то вопросы будут, да? Но рядом выпадает карта клевер, это карта благополучия, и поэтому однозначно мужчина видит вас, может быть, даже если это была прежняя история, ну, как оплот надежности, это точно. Это вас, он видит стабильность. Может быть, в его жизни сейчас больше вопросов, чем ответов. Но есть какая-то данность, по которой он именно чувствует свою уязвимость. Босиком изображен нам мужчина. Он как будто не знает, как мне дальше пройти этот путь. Что мне вообще решить в отношении именно вас, да, вот этой женщины. Он признает то, что, без сомнения, вы вносили, может быть, какой-то порядок в его жизнь. Может быть, своей стабильностью. Может быть, даже, ну, где-то харизмой, силой характера, умением не пасовать в каких-то сложных ситуациях. Безусловно, мои дорогие девочки, вас это, вот это качество привлекает какого-то мужчину. Мои дорогие мужчины, если вы смотрите видео, это ваша какая-то тема, которую вы не можете решить, и она все равно так или иначе упирается именно в чувства или то, что связано с любовью. Все то, что я сказала, удивительно. Вот четко нам расклад сказал, скорее это будет история именно личной жизни, потому что выпадает аркан развилка, вот и правда, перейдите на мой сайт. Вот очень интересно. Именно в статье на август я прикрепила эту карту, сделала фото и поместила на своем сайте, потому что август – это и есть развилка. Вот этот коридор затмений для нас как выносит на поверхность некоторые вопросы, причем так, более зримо. Не просто на уровне ощущений, даже если мы сами принимаем решение, тогда приготовьтесь, что тут как каждый день, может быть, за 2, да, или за год у вас будет решаться какой-то вопрос. И, может быть, это не вы сами будете его решать, да, а вы будете, как вам придется, да, пройти вот теми тропинками судьбы, когда вы будете участвовать в тех событиях, которые будут проходить в жизни конкретных людей, или когда это будет связано еще и с какими-то внешними обстоятельствами. Мы как будто половину пути, и я могу сказать, в основном, конечно, это зрелая будет аудитория. Если вам даже не так много лет, то тогда ваш путь, ну, может быть, вы пережили, даже, допустим, вам лет 20, да, 18, но что-то в вашей жизни выпало такое, чего люди, дожив, может быть, до седых волос, вообще никогда не испытывают. То есть вот этот жизненный опыт. Ну вот как Данте, да? Божественная комедия начинается со слов «земную жизнь, пройдя до половины, и очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины». Это только до середины, или середина августа, мои дорогие. А дальше как будто стоит выбор. Вот вы сейчас чем-то определяетесь, и другой человек сейчас тоже определяется. Чего касается вопрос, мне хочется спросить. Опять же, все то, что мы говорили, вопросы дома. Вот у кого-то оформление дома. В принципе, вопросы жизнедеятельности пары, продолжение отношений, вопросы с детьми. Само по себе как гнездо, да, где два аиста нам изображает карта. Значит, именно взаимодействие. Может быть и такая вибрирующая тема, кто на что согласится. Здесь, мои дорогие, какая-то неоконченная пьеса. Неоконченная. И есть еще то, что, может быть, не было решено или не было вынесено на поверхность, и это только предстоит сделать. Если вот у вас как-то откликается, да, то есть мы подведем итог, и оформление у нас здесь есть, да, или какое-то официальное, может быть, как процедура, или важное решение человека,
или, может быть, ваша собственная, опять же, если это мужчины смотрят, здесь немножко будет разделяться, которая так или иначе, как мера ответственности, организация собственной жизни. Но и для вас, мои дорогие девочки, вы понимаете, решение одного человека может изменить всю вашу жизнь. Возможно, это вы ждете этого решения и где-то на это рассчитываете. Поэтому вот давайте посмотрим, как же вот это какая-то запутанная история и в то же время незаконченная пьеса очень символична. В коридор затмений, может быть, это будет просто пока в эти 2 недели какое-то основное решение. Или когда человек определится с чем-то, да, но глядя на все это, участвуя, может быть, с одной стороны, ваши дела какие-то вы будете выполнять, да, в нашей жизни мы даже занимаясь каким-то делом, мы все равно размышляем. Но, может быть, и наблюдать будете больше. Возможно, кто-то из вас поставил перед собой такую задачу, вот именно разобраться. И знаете, как вы рамки определенные установили. Вот до этого срока я должна с чем-то определиться. Я могу сказать, это будет символично как и для мужчин, так и для женщин. Потому что какая-то история, она должна подойти к своему либо финалу, и тут финал разный, то есть имеется в виду, так как было раньше, вот в таком же контексте, или, может быть, в режиме ожидания, кстати, или когда запутано было что-то, оно так продолжаться не может. Вот именно теперь, на пороге выбора, на пороге развилки, какая-то прежняя история должна проясниться вот именно так. Давайте будем смотреть дальше, если где-то это откликается, что вам хотят передать высшие силы. Сейчас я перемешаю колоду. И давайте на колоде Ленорман, все-таки Ленорман у нас рассказывает, больше такой событийный ряд. А после мы дополним колодой Таро. Что вам хотят передать высшие силы? На пороге каких событий вы стоите, мои дорогие? Итак, что в вашей жизни совсем скоро будет происходить? К чему вас готовят высшие силы? Карта ребенок. Карта ребенок – это обновление. Это, конечно, у кого-то вопросы, связанные с детьми. Я такое тоже допускаю. Тогда будьте готовы, пусть это будет с элементом новизны. Дети иногда это какая-то новость может быть, да? Когда мы, в принципе, не готовы к этой информации, это совершенно что-то новое. И дважды, потому что здесь у нас соответствие валет-пик. Если мы говорим валет-пик, что это вообще в принципе? Это может быть как какая-то персона, которая приносит весть. Это может быть, мои дорогие, ситуация, которая будет связана с конкретной беседой и, опять же, новостью, когда человек ее приносит вам буквально. Это может быть как раз тот человек, от которого вы что-то, как ожидаете, да? Значит, может состояться разговор. Но я также не исключаю, что это как третья сторона, какие-то третьи лица, которые вам, смотрите, саркофаг, начало и конец. Вот вам придется действительно, как коридор затмений, какую-то дверь открыть вам самим и закрыть какую-то дверь, когда прежняя уже история не повторится. Я должна сказать, тут нужно, это больше астрология, в этот период нужно быть очень внимательным к тому, что мы говорим. Если мы вынесем такой, знаете, броский или такой очень четкий вердикт, да, может быть, острый, по валету пик такое бывает, потому что иногда это буквально характеризует человека, есть такое слово в русском языке, несносный, да, по-другому не скажешь, когда либо прямотой своих мыслей, или, как мы говорим, что на уме, то и на языке. Может быть такой момент. Вот может быть разговор такой сложный, когда вам едкую фразу могут сказать, когда вы можете услышать информацию, кстати, как побудительное действие, или после этой информации, да, вы абсолютно точно, либо задумаетесь, либо продолжите потом эту мысль и поймете, что она не случайно появилась в вашей жизни. Вы явно задумаетесь, и, скорее всего, вы как будете что-то изучать, все-таки книга – это тайна. Поэтому, и вот опять мужчина, вы совсем скоро узнаете, может быть, это и есть какая-то тайна. Почему я говорю третьи лица, да?
Такое может быть, когда вы узнаете конкретно какую-то новость, либо от мужчины, либо о нем, да, вы что-то узнаете. Вполне вероятно, такое прозвучит в разговоре. И, может быть, будет со стороны мужчины. Мои дорогие мужчины, это вы можете обдумывать тоже, как мне построить разговор, например, да? Где-то есть нерешенная тема или вопрос, когда вы сами можете что-то прояснять. Вполне вероятно, последующие 2 недели у кого-то напрямую будут касаться личной жизни. И, как мы смотрели по сигнификации, эта тема будет связана еще и с посещением инстанций, как правильно оформить какой-то документ. Вот я этого не исключаю дважды, трижды, потому что карта-книга, она подразумевает, что мы хотим что-то сделать. Но как это сделать лучше? Как это сделать правильно для себя самого? И так, чтобы во взаимодействии получить согласие от другой стороны, вот мы пока не знаем. Значит, вот этот вопрос, причем вы явно понимаете, что тут вроде бы как надо что-то и начать, или как-то правильно продолжить, но есть тот пункт, который нужно будет завершать. Здесь идет, по сути дела, трансформация. И карты нам снова об этом. И у кого-то эта трансформация будет еще и выражаться не только через интерес документальный, да, как я говорила, а еще и финансовый. Может быть, какая-то финансовая зависимая ситуация, я не исключаю, но потому что соответствует 8 бубен. Для кого-то из вас это будет действительно дорога, встреча или предполагаемая встреча, которую вы будете готовить. Может быть, к этому состоится определенный разговор. Но вот вы смотрите сейчас, да, и мы говорим расклад общий. Будь то девочки, будь то мужчина. Вот именно от тех, кто смотрит расклад, будет зависеть выбор, потому что ключи будут в ваших руках. Но мы вставим как будто вот в дверцу этой клетки этот ключ, хотя на сегодняшний день она открыта. То есть вопрос какой-то не решен, нам снова говорят об этом карты, но внутри клетки роза. Роза у нас у мужчины. Ну, карты прям вот кричат, повторяют, что нет, тут вот именно тема личной жизни будет в 2 недели последующие, да, то есть до конца августа как-то определяться. И решаете именно вы, куда повернуть ключ, направо или налево. Открыть эту дверцу, открыть эту клетку или закрыть ее навсегда. Давайте еще одну карту достанем. Тут действительно будет не одна новость. Вы столкнетесь с каким-то предложением. Может быть, это не явное предложение, а в течение вот полумесяца вы узнаете какую-то новость, или, может быть, это будет связано с получением документа, может быть, вы сами стремитесь что-то оформить, и вам придется и договариваться, и встречаться, что-то прояснять, доузнавать. Я не исключаю, могут быть и юристы, и адвокаты, тут мы все разные. Но посмотрите, единица, карта всадника, и говорит нам о том, на радуге, да. Тут у нас, конечно, почтальон, вот именно с какой-то бумагой, да, или с какой-то новостью. Значит, в принципе, приготовьтесь к тому, что этот период перед вами будет открывать новые пути дорожки. И даже если мы получаем какую-то новость, ну, вот, как мы говорили, да, карта ребенок, или как перезагрузка идет в отношениях, или перезагрузка, то, что касается вашей собственной души, ваших намерений, поставленных целей, а тут тоже что-то не будет, как прежде. Здесь могут в вашу судьбу буквально ворваться, как вот внешние обстоятельства, может быть, и это с внешними обстоятельствами как-то будет связан вопрос документальной, личной жизни, и вам придется какую-то красивую стратегию, тактику, совершенно новую для себя построить. Этим могут быть заняты ваши мысли, потому что есть ради чего стараться. 10 бубен. Ведь мы всегда говорим, это наш интерес. Есть наш интерес, есть интерес какого-то человека. Каким образом это совместить? И вот это, видимо, основная тема последующих 2 недель, по крайней мере, того, что будет происходить, и того, что случится с вами в ближайшее время. Давайте узнаем, что еще нам хотят сказать высшие силы. Или как сложатся обстоятельства. Как сложатся обстоятельства. 8 мечей. Карта искаженного восприятия. Нам сразу говорят, то, как ты думал, оно должно происходить. Так вот, подготовьтесь, что так не будет. Нам придется прозреть.
И не случайно карта ребенок, начало и конец. То, что мы себе представляли, опять же, так не будет. Для кого-то из вас так не будет, потому что здесь могут быть действительно вопросы поездки, какой-то очень важной встречи. Здесь может быть даже в разговоре какой-то тоже поворотный момент, внезапная новость, когда вы понимаете, что, знаете, тут, скорее всего, либо действие, либо тема, какой-то сюжет будет направлен на то именно, чтобы вы сделали однозначный выбор. Потому что мы понимаем по 8 кубков, что наступает время идти вперед. Или наступает, знаете, как момент X, когда этот выбор делать совершенно необходимо. Какая-то история, либо вы сами не хотите ее продолжать, либо вы понимаете, она вас измотала буквально. И даже если есть как зависимые или созависимые отношения, есть вот этот самый интерес и со стороны как и вас самих, так и со стороны другого человека. И тут ведь может быть и так, человек не определяется, окей, буду определяться я сам или я сама. Мы ищем выход, и мы его находим по этой карте. Но человек идет налегке, идет не оборачиваясь. Поэтому с чем будут связаны события, у кого-то это может проиграться именно как какая-то встреча. Но я также не исключаю, что вот эти рамки, которые вы устанавливаете, или границы, что, может быть, все предыдущие события вас как раз подвели к такому итогу, что мне сейчас, как нужно именно сохранить что-то свое. Вполне вероятно, свое – это не совсем материальное, мои дорогие. Человек идет налегке. Сохранить самого себя, сохранить саму себя, сохранить собственные идеи в этом многообразии мира, точно. И начать новую историю жизненной пьесы. Вот у кого-то из вас именно будут разрешаться вопросы, которые связаны по личной жизни, и пусть это будет для вас какое-то совершенно новое решение. Или то решение, которое, знаете, все-таки аркан нулевой нам дает оптимизм, мои дорогие. То есть, если была какая-то тяжесть, да, мы говорили искаженное восприятие, вот в ближайшие дни вы как уходите вот от этих грустных мыслей. Может быть, так и события сложатся вокруг вас, когда вас переключают вообще на какую-то другую плоскость, на решение каких-то иных вопросов. Будьте к этому готовы. Это то, что будет происходить в ближайшее время. Тут ведь мы и сами можем от чего-то отказаться. Вчера это было актуально, а сегодня мы сами видим, что нет, теперь и я уже поменялся или поменялась. Теперь и у меня уже какой-то период жизни позади, и я не хочу явно какого-то повторения в своей жизни. Что скоро случится, произойдет. Но по рыцарю кубков здесь больше, как и приятные новости, здесь приятное воодушевление, которое вас, тем не менее, через приятную новость может быть, опять же, от конкретного человека. Или здесь может быть важная встреча, правда. Или это иногда свидетельствует о том, что человек позвонил, человек написал, или состоялся какой-то важный разговор. Но опять же, следующая карта, двойка жезлов, она где-то напоминает, где у нас эта карта, вот ту историю. Карта у нас осталась именно в сигнификации. Я хотела сказать развилка. Здесь ведь тоже у нас выбор. Куда пойдем? Направо-налево. И двойка жезлов – это какая-то прежняя история, которая именно долго длилась, когда мы не могли совершить вот этот самый выбор. Тут сами высшие силы перед вами, знаете, как складывают ясность сюжета и говорят, что нет, твоя прежняя история уже закончилась. Тут, с одной стороны, вам самим что-то надоело, а с другой стороны, вот высшие силы вам хотят сказать, а мы сейчас тебе помогаем определиться. И прими к сведению, что ты не сможешь что-то оставить в каком-то двойственном состоянии. Отношения уже не будут оставлены в прежнем формате, если были нерешенные вопросы. И даже если все-таки, опять же, расклад общий, давайте будем реалистами, приготовьтесь к тому, что если человек не делает какой-то выбор, скорее всего, сделаете вы его сами. Здесь будет ваше судьбоносное решение, когда назад мы не возвращаемся. Я не исключаю, что у кого-то банально может проиграться. Вы куда-то едете,
И происходят те события по нулевому аркану, когда мы можем думать, ну такого не может быть. Или какие-то будут обстоятельства, которые вас могут несколько придержать. Именно в той местности, где вы находитесь. Здесь может быть такой поворотный момент через именно у кого-то событие непреодолимой силы. И вам придется принимать вот такое решение, когда это будет связано даже, поступить нужно как-то так, как вы не поступали, правда? Мы можем чувствовать себя, кстати, словно в дураках. И для кого-то вот, ну, условно говоря, да, я надеюсь, вы понимаете мой сленг без обид. Ну, мы все периодически это испытываем, как будто мы в проигрыше. Нулевой аркан говорит, это и точка невозврата какая-то пройденная. Не случайно, я иногда вот даже говорю, нулевой аркан, пусть не в этой колоде, называется «Хаос перед началом творения». И нет творения, да, оно еще не началось. А вот именно какая-то, как какой-то омут, как какой-то водоворот закручивается. И мы, конечно, можем себя чувствовать словно новичок. Мы не ходили этими путями, мы еще не поступали, мы не участвовали в такой беседе, или перед нами не открывались какие-то некоторые детали дела, или какая-то правда перед нами, вверху у нас аркан книга, тоже она не была еще прояснена. Здесь может совпадать именно с тем моментом, что мы сами были преднастроены как в одном направлении, или мы сложили о чем-то, о ком-то свое мнение. Будьте готовы, что здесь это тоже меняется, и меняетесь вы. Ведь этот аркан, 20-й, старший аркан суд, избавление от боли, избавление от страданий. Но карта нам говорит однозначно, что не оглядывайся назад. И поэтому все то, что я говорила, вот через, опять же, какие-то новости, которые вы узнаете, или важные беседы, как я говорила, у вас здесь и происходит. Как, знаете, вы смещаете плоскость вашего внимания. Для вас внимание именно к каким-то деталям, которые были для вас, может быть, раньше важны, а теперь вы понимаете, а это вообще не имеет к делу отношения. Или когда вы сложили о человеке конкретном тоже представление, и, может быть, оно складывалось годами, я не исключаю, что вы можете услышать нечто такое, что вас заставит задуматься и изменит отношение к конкретному человеку. Здесь есть и такой нюанс. Что нам еще хотят сказать высшие силы? Что скоро случится или произойдет. Но явно есть, как и рыцарь кубков, радость встреч, или пусть это какой-то разговор будет, когда он вас, ну, как вселяет надежду, что какой-то лично ваш вопрос решится. Для кого-то из вас вам это будет приятно. Есть элемент того, что тут мы не просто, ведь по нулевому аркану именно воодушевление, где-то эмоциональный подъем тоже соответствует. И у нас удивительный аркан дурака, потому что у нас как едва ли не маг и волшебник, который жонглирует всем зодиаком. И, может быть, и вам еще предстоит встречаться с разного рода людьми. Или оказаться в каких-то таких ситуациях, где будут участвовать новые люди. Вы можете оказаться в новой ситуации, в которой вы вообще не были. Как и новый коллектив для кого-то, да, или как-то, пусть это будет один-двое каких-то персон, когда прежде вы с ними не контактировали. Здесь может быть такой поворотный момент, когда вы видите в этом вашу целесообразность, причем материальную, мои дорогие, и для кого-то из вас может стать вопрос, все-таки рыбы олицетворяют у нас путешествие, дорога или просто какая-то поездка. Пусть это у кого-то короткое, а у кого-то это очень далеко. Может быть, по нулевому аркану иногда идут путешествия вообще в новое место. Здесь может даже так проиграться, что конкретный человек, вы можете узнать тайну, что он собирается. Человек собирается куда-то перемещаться. Человек собирается куда-то переехать, в принципе. Может быть, сменить как место дислокации, сменить место жительства. А раньше это не звучало. Здесь есть планы человека на то, чтобы свою жизнь как-то кардинально изменить. И это может, вот именно планы кого-то, идти в унисон с планами вашими. Здесь будет явно что-то, что вам будет на какой-то процент приятно, нравится. Вы будете где-то получать, да, вот эти вот эмоции радостные. Но есть и все-таки то, что нас заставляет
задуматься, и лучезарная дельта говорит о тебе теперь, от того, что ты услышишь, от того, как построится этот разговор. Тебе придется именно свою траекторию дальнейшую продумать как минимум на пару шагов вперед. Это само по себе предвидение. У кого-то из вас иногда в некоторых колодах карта мага соответствует Меркурию. Очень символично, мои дорогие. Меркурий – это планета-управитель близнецов и дев. И если мы говорим об астрологии, и вторая половина августа, 23 августа у нас Солнце в Деве. Это время критического мышления. Я должна сказать точно так же 18 августа истинные кармические узлы меняют ось. И если раньше это была ось Дева и Рыбы, теперь у нас Водолей и Лев. Именно судьбоносность момента вот августа, опять же повторюсь, если вы открыли видео позже, как не случайно вы открыли, пролистайте свою историю судьбы несколько назад. Почему? Потому что коридор затмения это может сопровождать какие-то последующие события в течение 3 месяцев. А из этих, может быть, событий складывается какая-то совершенно новая история, да, которая с заходом там на следующий год, а то и годы. Так вот, для кого-то может проиграться именно как человек, может быть, да, или с асцендентом, или по солнечному знаку, близнецы или дева. А для кого-то это может проиграться и еще и какая-то определенная дата, или в районе вот 23 да, августа, какой-то поворотный момент, опять же, или 18, может быть, да, вот середина коридора затмений, когда прояснится какой-то вопрос вот конкретно, или когда вы вместе будете держать какой-то совет, человек конкретный может вас удивить, потому что маг – это всегда есть смысл удивляться, ведь маг – это тот, кто о своих планах не рассказывает. И я тут вижу, даже если человек не совпадает ни со знаками зодиака, не совпадает по срокам, да, которые я обговорила, то это может свидетельствовать о том человеке и о его поступке, который для вас будет совершенно неожиданный, но приятный. Что произойдет в ближайшее время? С вами могут, вообще волшебно, смотрите, у вас тут будет как обмен. Давайте закончу ту мысль, которую я не начала. То есть с вами могут определенные люди обсуждать ту тему, которая нова и для них, как новое собственное решение. Или может прозвучать в ваш адрес какое-то предложение. Я могу, к примеру, поступить именно так. Или в моих ресурсах, в моей власти сделать то-то, то-то, или еще там что-то, да, например. И с вашей стороны будет тоже какая-то позиция, точка, может быть, ваше мнение, когда вы с учетом того, что происходило, или где вы находитесь, или с учетом того разговора, который вы будете именно оговаривать, обсуждать, или что вы будете прояснять через вот эту беседу, у вас явно родится какое-то новое видение, с ним и какое-то решение. То есть тут два человека, когда один предлагает что-то свое, или пусть это не в форме предложения, в форме возможностей, или в форме готовности, да, у меня вот есть такой-то, такой-то ресурс, я могу тебе помочь тем-то. И вам придется это на себя примерить. Вариантов как будто будет немного. Тут я бы сказала 2 варианта. Вариант человека, и все же эта новость каким-то образом будет откликаться в вашей душе. И третий момент, которым я особое внимание хочу заострить, не случайно, правда, у нас с первых карт история любви. И, кстати, мужчина, да, явно есть какая-то история взаимоотношений. Или, как я говорила, незаконченная пьеса. И вот нам карты говорят. Карта мага, карта силы. Вот, кстати, я только что по аркану мага говорила о 23 августа. 23 августа Солнце в Деве. Или 18, когда меняют кармические узлы свою ось. Это будет как раз та дата, потому что если мое Солнце в Деве и вам выпадает, едва ли я сказала,
Карта именно сила. Вот вам придется какой-то вопрос решать. Энергетика одинаковая у этих двух карт. Всегда по этим картам идут, ну, несколько сложные, но очень мудрые люди, очень умные люди, которых жизнь, может быть, нагибала не раз. Причем как и вас, так и вашего оппонента, да, или вашего партнера, или вот конкретного человека. Раз вы продолжаете смотреть видео, стало быть, есть какая-то история взаимоотношений и какой-то нерешенный вопрос. Но у нас в то же время эти две карты полярные. Полярные, потому что карта мага – это всегда карта мужская энергия, а аркан сила – это женская энергия. Как двое сумеют договориться? Есть желание у одного, есть желание, несомненно, у другого. Здесь может быть очень сложный какой-то диалог, а посмотрите, в окружении идет очень добрых карт. Когда, да, всегда пажи – это новость сама по себе. Или, может быть, какая-то история с детьми, я такое не исключаю, но все-таки паж жезлов. Жезлы, дела, работа, бизнес, документы. Ну, может быть, и откуда к нам приходят деньги. Вот поэтому я не исключаю. Любовь любовью, любовь как будто есть, но есть новое решение к каким-то задачам, которые, может быть, связаны как и с документами, и точно так же и с деньгами. Есть притяжение двух лиц или притяжение вот какой-то истории, когда и вы, и другой человек друг в друге не просто заинтересованы, а понимаете оба, что эти отношения нужно выстраивать как-то по-другому. Нет смысла манипулировать, нет смысла давить, потому что тут и один, и второй умеет это делать. Но я бы сказала, мои дорогие девочки, больше эта карта может относиться к вам. Вот именно какую-то... Ведь не случайно эта карта дипломатии в первую очередь. Как будто нам... Или мы можем слышать какую-то новость, которая, ну, нам не очень нравится. Прообраз льва – это прообраз нашего эго. Когда хочется отказаться. Или послать кого-то. Ну, я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Подальше, да? И не слышать, и не видеть, и вообще сказать, да, боже мой, надоела мне эта история, надоела мне эта тягомотина. Я это вот за один раз, за один присест, что называется, говорю нет, и я к этой теме больше не возвращаюсь вообще ни разу. А тут не так. Вот эти эмоции должны быть на коротком поводке. Потому что маг, все-таки сила у мага больше. Знаете, та сила, ну, это условная, конечно, сила, это не через физическую силу. Но ведь маг два раза не говорит. Отрезал и отрезал. Маг тут не совсем вообще про дипломатию. Маг он практик. И тут может быть такой сложный разговор, диалог. И вам именно нужно быть готовой, может быть, какой-то почетный компромисс заключить. Будет то, что вам будет приятно, или в чем вы видите целесообразность. Но сказать, что вы душой своей это будете принимать, нет. Мои дорогие девочки, вы будете именно искать как новую точку сборки. Вот я именно вижу так, пажа жезлов. Мои дорогие мужчины, примите к сведению тот факт, что вы можете, да, строить свою беседу, да, допустим, если вы собираетесь этот диалог таки провести, да, допустим. Вот подумайте хорошенько или сориентируйтесь, может быть, как вы, вот на что вы именно готовы, да, а на что может быть готова женщина. Потому что тут в равных позициях двое. И здесь вот нам говорят карты, вот здесь, наверное, и будет эта развилка, согласится кто-то или нет, примет, как может быть, какую-то новую игру или новые правила игры. Я этого не исключаю. Здесь пока нет конкретики. Здесь есть перезагрузка. И здесь как будто двое на равных. Здесь, знаете, баланс некий будет, как две чаши весов именно уравновешиваются. Но вот этот вроде бы равновесие, да, а тем не менее, не задвоенная должна быть ситуация, а однозначное решение. У кого-то будет примирение, мои дорогие. У кого-то будет, я все-таки вижу, продолжение союза, безусловно, по аркану мир. Это даже какие-то сложные темы вы можете привести в баланс, я только об этом сказала. Тут нет ничего невозможного, тут может быть еще
заинтересованность друг в друге, которая стоит на материальном уровне или на документальном уровне. Когда именно понимание есть уже, да, что мы вдвоем можем достичь каких-то новых рубежей, новых высот, когда именно наш тандем нужно продолжить, потому что, и пусть уже это даже не про любовь, хотя карта мир, нет ничего невозможного, у кого-то видение может быть такое, когда мы говорили с вами о том, что женщина может быть именно в каком-то аспекте очень надежная. Там выпадал аркан клевер. И может быть ресурсная все-таки женщина, безусловно, по аркану сила. Но и мужчина тут более чем ресурсен. Вот и выпадает такой волшебный аркан мир. Вы как бы ваша пара. Может, да нет для вас ничего невозможного. Хотите власти? Вот такой тандем приносит даже власть. Может быть, это у кого-то правильно очень женщина. У кого-то очень такой прагматичный вопрос. Как и для девочек, так и для мужчин. Когда вы понимаете, да, я заинтересован в ней, но и она заинтересована во мне. Несмотря на то, что карта любви все-таки, да, у нас туз кубков. Но есть еще помимо, да, любви и эмоций, нет, тут есть какой-то расчет, мои дорогие. Потому что, как есть и власть, да, насколько мы будем готовы согласиться или насколько будет каждый продавливать какую-то свою теорию или видение. Но, безусловно, тут может сложиться шикарный союз, шикарный тандем, если мы таки этот компромисс найдем. Будьте к этому готовы. И я могу сказать точно так же, все-таки аркан мир – это еще и дистанция, расстояние. У кого-то может проиграться, если мы говорим пространство, эфир, интернет, работа или общение какое-то, да. К примеру, оно строилось, ну, может быть, и связи, контакты строились. То вы вместе, то вы порознь. И дальше уже идет общение, может быть, посредством мессенджеров. Вот здесь тоже, посмотрите, опять же, старшие арканы. Когда между магом и картой силы, да, между мужчиной и женщиной, какое-то новое примирение или новый взгляд на вещи, продолжение отношений совершенно в новом ключе. Здесь, знаете, как новая точка отсчета, но еще и одновременно это точка невозврата. 20-й старший аркан и 21-й. Да, к новым на берегам. Но каждый имеет, он никуда не выбросил свою идею, или он от нее не избавился, или он, каждый из двух или двоих, он не откажется, может быть, от собственного, ну, как самовыражения, может быть, от собственного творчества. Здесь даже творчество можно соединить воедино. Для кого-то это будет именно тот союз, когда, может быть, и бизнес-союз, я такое тоже не исключаю, когда тут хорошая дружба может быть. Здесь такой союз, который, ну, говорят, да, не разлей вода, вот что-то такое может проиграться. Хотя в основе, может быть, и есть эмоция, да, может быть, и есть чувство. А здесь отношения будут скорее переведены, ну, или это дружба, или как взаимное дополнение одного другого, другим, да, человеком по тройке мечей. Тут, правда, будет выздоровление. Вверху у нас аркан 20-й. Но и будет тот фактор, компонент, когда вам не все нравится. От того, как вы сумеете мир по какой-то прежней запутанной истории, которая вас раньше ранила, установить, кто на что согласится. Будьте готовы, мои дорогие, вот, наверное, что вам хотят сказать высшие силы. У вас в ближайшие 2 недели, пусть даже вы открыли это видео несколько позже, ну, так я условно говорю, да, 2 недели, потому что звучало в нашем раскладе 2 недели как коридор затмений. Ну, хотя я так не ставлю жестко рамки, но явно запутанная история у вас будет проясняться. И вот тот, кто сейчас смотрит видео, именно вы будете выносить какой-то окончательный вердикт. И помните, я говорила, если мы скажем «нет», то мы как будто пути к отступлению отрезаем. Да, не будет. А если мы говорим кому-то «да», то тогда это будет сопровождаться как мерой ответственности. К чему это все идет? Что вам хотят сказать высшие силы? То есть, как это все будет продолжено? Какие тенденции, по крайней мере, ну вот, может быть, что-то важное. К
чего мы не видим, а вы еще не предполагаете, да, что тут как-то так развернутся события. Или когда слышите предложения, новости, или диалог строится каким-то образом, когда он в моменте X, как имеет поворот, да, когда разговор пошел в другую сторону, да, или вдруг дополнилось какой-то новостью, и тут может быть такой момент поворотный. Человек может конкретный даже не знать, что вы чего-то не знаете, вы чего-то не видите, а для вас это будет как метаморфоза жизни, ну надо же. Вот и такой момент, да, и тут есть о чем задуматься. Так, а к чему это все идет? Как видят именно карты. Что это значит, может быть, для вас? Но опять же договариваться придется. И карта говорит, что сепарация – это только иллюзия, поэтому какой-то союз будет продолжен. Контакты с конкретным человеком будут продолжены. Человека, может быть, будут еще некоторые факторы, как тянуть в разные стороны. Человеку конкретному, здесь как будто маг может сомневаться, карта информационного хаоса. Какой-то период может последовать, когда человек, ну, знаете, я должна это сказать, он именно вынужден, может быть, сложное определение или такое сложное решение, если это особенно связано с мерой ответственностью или подписанием каких-то документов. Все-таки у нас первый аркан вообще в нашем раскладе по сигнификации это была башня. Поэтому я могу допустить, что именно какая-то бумага, куда нужно поставить подпись, и будет искать вот этот маг как варианты, как я могу от этого уйти. Причем человек конкретный может вас, вы можете это заметить, когда он рассматривает не просто вы, можете даже вот оказаться в такой ситуации, вроде бы вы договорились, а после этого договора человек будет пытаться добавить как какие-то нюансы, да, или будет с вами говорить, а ты знаешь, вот я там услышала вот такую новость, или я узнал, или открылась какая-то данность, да, а я ее прежде не видел. Но точно так же я могу сказать, что с вашей позиции, видимо, за последующие 2 недели у вас как минимум проясняется траектория движения по финансам. Вам именно помогает тому, кто смотрит расклад, вот высшие силы на вашей стороне. Посмотрите, у нас вот именно так выпали карты, уже как выпали. И мы говорим 2 персоны. И именно со стороны мага у нас 5 жезлов. Или тут не совсем даже энергия мага. Может быть, маг – это то, что нам транслирует, да? Человек, который хочет казаться невозмутимым где-то, да, пытается, но, может быть, и тем очень много таких сложных. Может быть, и обстоятельств в его жизни тоже очень много сложных. Но по 5 жезлов у нас проходит что-то ненадежное. Поэтому вы можете даже где-то сомневаться в человеке. Но это происходит именно за счет того, что у него либо много каких-то задач, либо он пытается какую-то многоходовочку таки сложить в своей, как голове, в своем сознании. А ваша тема – это ваш интерес, все-таки карта финансового успеха. Может быть, какие-то вопросы, которые связаны, и я говорила, аркан мир, да, когда история именно, ну, может быть, вот та дружба или партнерские отношения, когда это, если продолжается, для вас это как-то взаимосвязано с деньгами или вопросами работы, может быть, и работа через оформление каких-то документов. Тут такие тонкие нюансы мне сложно видеть, да, или предвидеть. У каждого свое. Все-таки мы рассматриваем с вами карты с позиции позитивной психологии, но и, несомненно, здравого смысла. Будем реалистами. Всегда к этому призываю. Но тут есть, да, у одного путаница, а для другого четкое понимание, что мне нужно. Поэтому вот карта, я говорила, критического мышления Солнце в Деве. Для вас вот как будто в середине этого коридора затмений будет, ну, более сильная позиция именно за счет того, что для человека, может быть, и какие-то эмоции у него будут по разным причинам, и они путают ему все карты. А вот у вас больше прагматики. Ну вот давайте посмотрим, какая карта. Если у нас, чтобы сравнить хотя бы позиции, если 5 жезлов у нас выпадает под арканом мага, какая карта? В каких энергиях вы можете находиться в тот момент, когда вам придется принимать какое-то важное решение? В каких энергиях находитесь вы? Эмоции.
ностальгия. И никакой конкретики. Один другого стоит, правда. У одного путаница в жизни, а у другого чувство, а у другого ностальгия, как было когда-то. И желание продолжить. И 2 шестерки. Вы будете точно чувствовать, что вы зацепили этого человека. Человек от вас несколько зависим. Может быть, и правда зависит, потому что хочет получить подписание определенного документа. Ну, давайте будем реалистами. Или хочет что-то с вами решить вопрос, да, с той позиции, которая интересна ему. Так а с чем это будет связано, как это будет, к чему это все идет? Вот так. Карта мир, карта солнца. К чему это все идет? Мы закончим наш расклад, мои дорогие, потому что так, наверное, не бывает. Карта 20-го старшего аркана, 21-й, как стремится история к финалу. Дальше, опять же, я повторюсь, кто смотрит расклад, будьте готовы к принятию нового решения. Есть какой-то поворотный момент, есть не случайная встреча, не случайная беседа. Пусть у кого-то даже по телефону, да? Потому что тут сепарация только иллюзия, опять же, старший аркан говорит. Этим людям очень сложно договариваться. Примите это к сведению. Как сложно и вам, так сложно и человеку. Но вы в разных энергиях. У человека именно какой-то сумбур. Может быть, это связано с тем, не обязательно, что сумбур в его голове. Здесь может, знаете, как третий фактор и третьи лица, когда ему нужно сложить в один узор. А не все от него зависит. Вот это тоже такое может быть. А вы можете этого вообще не видеть. Потому что вас будут наполнять эмоции. Но вот тот тандем, который уже продуман на небесах, тут явно не случайная встреча 2 людей. Какой-то союз, который должен быть продолжен, причем по аркану Солнца всегда идет дистанция. Я об этом говорю. 6-8 месяцев. Очень символично, потому что у нас Юпитер в знаке зодиака Лев, солнечное затмение, мы говорим. Именно. В знаке зодиака Лев. И когда Юпитер в Льве, для нас идет перезагрузка на 12-летний период жизни. Из этих 12 лет будет важен первый год. И вот как раз с заходом до середины 2027 года Юпитер будет оставаться в знаке Лев. Но из этого года, опять же, сужаем дистанцию. 6 месяцев. Самое важное. И этому тоже соответствует аркан Солнца. Вы знаете, символы и астрология соединились в каком-то знаменательном событии, которое касается 2 людей. И следующая карта — колесо фортуны. Его величество — случай. И его величество — шанс. К чему все идет? Карты не говорят. У каждого, видимо, своя какая-то будет история продолжений. И, понятно, ключи, которые, да, вот вам придется подбирать, открыть или закрыть. Или та же самая развилка, где-то перекликается эта карта, да, по энергетике. Мы ведь тоже думаем, да, согласиться нельзя, отказаться. Где запятую ставить? Но колесо фортуны — это карта скорости. Мы не можем долго раздумывать, поэтому будьте готовы к тому, что тут и обстоятельства ваши, обстоятельства внешние, обстоятельства или события в жизни конкретного человека или людей его окружающих здесь будут все, может быть, напоминать словно хаос перед началом творения. Но вам двоим в этом хаосе нужно будет как открыть новую дорожку, одну новую дверь вместе, мои дорогие. И это будет активно продолжаться как минимум полгода. Волшебный расклад, правда. Но все-таки, да, мы не будем доставать карт Таро. А мне очень хочется, коль уж ситуация тут у нас такая двоякая, и я приготовила 2 колоды волшебные. Подсказки ангелов, спроси у ангелов и ангелы сердца. Поэтому давайте вот мы спросим у ангелов. Колода Дорин Верча. Что нам подскажут высшие силы по этой непростой какой-то ситуации? И в этой колоде не обязательно тут нам про вопросы любви. Здесь, в принципе, ну вот увидим, что нам скажут карты. Но здесь может и деловая быть подсказка. Но потом посмотрим в зависимости от этого,
вторую колоду Дорин Вёрча, именно ангелы сердца. Потому что и любовная история тут явно, или через чувства, тут есть какой-то нерешенный вопрос. Какой совет вам дадут ангелы? Вот интересно, спроси у своих ангелов, вот мы и спрашиваем, да? Ну, конечно, давайте будем и реалистами, и так немножко пофилософствуем. Карта говорит, что да, тут общего, видимо, какого-то совета или общее блюдо из нашего расклада сложно приготовить у каждого. И именно какая-то свой интерес, своя заинтересованность. Но все равно, как быть тогда? Давайте мы спросим у ангелов, как быть в ближайшие недели, опять же. В самые ближайшие недели у тебя будет разворачиваться какая-то тема, но мы с этого начали расклад. Как действовать? Принимать или отказаться? Как действовать? Ищи знак в вашем разговоре. Может быть, это тот знак, когда, знаете, конечно, идет аналитика по этой карте. Когда мы складываем причину и следствие, понимаем, может быть, и плюсы, и минусы. Когда есть и тот знак, который, к примеру, в разговоре выдает человека, когда, если мы представляли прежде персону как очень продуманно жесткую, значит, тут такой может быть момент, мы ведь говорили, какая-то путаница, да, то будет, стало быть, какой-то фактор, который может выдать человека, вы понимаете, да нет, тут действительно какие-то факторы влияют на человека. Он не может быть, именно на 100% выполнить так или с чем-то согласиться, потому что он тоже в каких-то рамках, в каких-то условностях находится. Но вы и, если мы говорим, ищи знак, и здесь у нас мы по шестерке кубков говорим, что вы наполнены именно энергией больше чувств, да? А чувство это где-то интуиция тоже. Слушайте свою интуицию. Давайте еще одну карту. Какой знак может быть? Ситуация улучшается, мои дорогие. Вот, видимо, этот знак нам хотят передать карты. У тебя явно есть улучшение, но мы с вами говорили вскользь и не раз, и не случайно у вас тут туз кубков. Вот, видимо, смотрите, мы задали вопрос ангелам, как быть. Вот у тебя какая-то ситуация в последующие 2 недели, как минимум, не гони лошадей. Не торопись, больше наблюдай, ищи именно этот знак. Может быть, причину и следствие, да, где-то может быть и аналитика, но сама ситуация, знаки будут в том, что мы должны найти что-то положительное. Ну, может быть, и поэтому карты говорят нам сразу, это будет продолжено. Но, значит, есть тандем, который будет продолжен, мои дорогие. Ну, давайте я теперь достану вторую карту. Тут явно что-то будет улучшаться. Вторую карту на другой колоде. Спроси у ангелов сердца. Так. А здесь больше нам могут именно любовную ситуацию. Ну, у нас с вами и алхимия, вот, мои дорогие, буквально перевернулась. И волшебная карта. Здесь, понимаете, есть буквально какое-то притяжение магнетическое, да, или есть что-то волшебное. Может быть, и любовь нам вот буквально вот так выпала, да, и сразу нам пара. И алхимия – это то, что между двух людей. Это то, что очень сложно обрисовать словами. Я где-то здесь говорила о том, что это не просто, знаете, через страсть или через чувства, да, мы говорим. А, возможно, это та ситуация, когда вы сами понимаете, между вами, между вот именно парой происходит не просто сильное, да, магнетическое притяжение, не просто вот эти самые эмоции, а есть не случайная встреча, не случайный какой-то союз. Союз двух сильных людей. У нас выпадает карта мага, и опять же у нас выпадает аркан, сила. И если мы уже так рассматриваем, да, у нас выпадает вторая карта, но мне хочется все-таки пройти по этим картам. Здесь не совсем вот эта карта про любовь, она больше нам говорит, что
тем не менее, на твою личную жизнь буквально влияет твоя религия, может быть. И у кого-то из вас, мои дорогие, может быть сложные отношения, потому что вы принадлежите как к разному менталитету с конкретным человеком. У кого-то из вас, правда, проиграется, я вскользь говорила, расстояние. Может быть, вы говорите на разных языках. Твой образ жизни, но точно так же, мои дорогие, будут еще и влиять такие факторы, как именно ваш, знаете, как духовный путь тут прописано. Но для вас это может быть как ваше, к примеру, творчество или какая-то ваша работа, мои дорогие. То есть карта силы, мы говорим, двое сильных людей. У каждого свои какие-то предпочтения, мои дорогие. Буквально карта детей. И здесь нам говорят о том, что твоя именно жизнь личная находится под влиянием детей. И здесь, опять же, двойственно. У кого-то вопросы, связанные с детьми. И у нас первая карта ребенок, да. Может быть, детьми вашими, детьми вашего партнера, но, может быть, ситуациями в жизни детей. Или когда у вас к вашему, например, плану действий, например, да, так вот скажем, есть и тот фактор, когда у вас детки, вы не можете это не учитывать, но я точно так же могу сказать, что и со стороны другого человека есть дети. Причем у кого-то это дети общие, а у кого-то дети разные. У кого-то может быть история двух людей, когда вы оба в очень зрелом возрасте. Любви все возрасты покорны, это правда. И любовь идет под разными флагами. Поэтому тут и расстояние, тут и страны, тут и языки. Здесь может быть проигрываться как и возраст, опять же, да, зрелость. И то, что уже в вашей жизни находилось до вашей встречи. Я этого тоже не исключаю. И последняя карта нас призывает, тем не менее, к вниманию, мои дорогие. Потому что буквально как осторожно, красные флаги. Существуют предупреждающие знаки. Может быть, если мы говорим, перекликается где-то, да? Будь внимателен к знакам. Предыдущая колода в Доринвёрче нам говорила о том, что смотри именно на эти самые, ищи вот этот знак. Может быть, не только знаки, которые говорят, ситуация улучшается, не только те знаки, которые в плюс, да, и когда мы так, опа, и расслабились, а и те знаки, которые мы не можем прошляпить, мои дорогие. Здесь есть то, что вам нужно, увидеть, может быть, какую-то правду, чтобы не надеть на себя розовые очки. Будьте к этому готовы. Вот посмотрите, такие карты выпали, сами выпали, я их не доставала. Вот теперь давайте я сама. Какой совет вам даст колода? Какой совет вам дадут высшие силы? Удивительный совет дает карта, потому что тебе буквально безопасно любить. Тебе даже нужно открыть свое сердце и получать вот эту энергию. Мои дорогие, вот правда, все-таки я много раз сказала, карта вот именно женской силы, хоть меня и смотрят и мужчины, да, я оговаривалась. Вот, мои дорогие девочки, это факты. Здесь у нас буквально... Посмотрите, тут женщина, это, наверное, самый главный выбор, или выбор принадлежит больше женщине, согласиться, не согласиться. Мужчина, как рыцарь, находится рядом, а женщина именно у нас как всадница на этой белой лошади. И поэтому все же карта нам говорит о том, что ты получаешь, ты отдаешь, может быть, эту высшую энергию, но ты и получаешь что-то взамен. Поэтому буквально карта советует: открой свое сердце. И если как общий тенденция или общий прогноз, общий совет, тут явно есть история взаимоотношений, когда даже вам очень сложно, но придется, может быть, что-то продолжать. Подскажите нам, карты, а к чему эта история может вести или приведет? Может быть, на отдаленный период времени, мои дорогие. Здесь будет какое-то, возможно, еще расставание. Буквально сепарационы. Может быть, сложатся так обстоятельства, когда вы встречаетесь, но так складываются события, что вам придется, может быть, на время, нам карта не говорит, а карта больше показывает, да, я надеюсь, это видно, что, приближается тот период, когда придется расстаться. Может быть, даже это на время. И тут по разным причинам. А что же будет продолжаться?
Что будет после расставания? Тут буквально подготовка у нас к свадьбе идет, мои дорогие. Поэтому для кого-то из вас эта карта будет означать конкретный момент, когда вы уедете или вы расстанетесь. Ну, может быть, период будет вам дан на обдумывание, потому что есть у вас в вашей жизни, может быть, как раз те люди, с которыми вам необходимо будет встретиться. И карта даже дает совет: позволь друзьям помочь тебе самому, то есть помочь вам. Может быть, какие-то ситуации, когда люди, к примеру, даже расстаются на какой-то период, и расстаются именно для того, чтобы привести в порядок какие-то свои вопросы. Как будто подготовка все-таки я больше вижу так. Но давайте последнюю карту. Если эта история касается взаимоотношений, то к чему это все в конечном итоге придет? И карта говорит: в жизнь твою возвращается человек из прошлого. И сама карта называется примирение. Может быть, тут еще предстоит пройти тот период, который может напоминать шаг вперед и шаг назад. Или когда, как я говорила, двое, таких очень зрелых людей, когда со счетов не сбросишь какой-то предыдущий период жизни, и вам придется выложить как в единый узор историю лично вашу, третьи факторы, у кого-то детей, но что-то подобное может быть в жизни другого человека, да, вашего партнера. Но примирение нам однозначно сказали. И то, что сепарация – это только иллюзия. И нам как раз придется. Посмотрите, насколько похожи две карты. Причем это карта Таро. А это у нас просто как оракул, карта совет. Ну вот, с чего мы с вами начинали? К тому и пришли. Кстати, карта башни о вашей сигнификации тоже была не случайна. Нам сразу говорили, что есть какие-то факторы не про любовь, а документы, подписи, какие-то согласования, может быть, и ваши важные решения. Ну и, к примеру, по аркану башня, именно в колоде Ленорман, это и еще и закон, порядок, да, какая-то структура, которую, может быть, нам придется пройти. И, может быть, разные структуры или разные какие-то кабинеты. И здесь тоже, подразумеваем, что мы тут за 2 прыжка что-то не решим. Но и карты для нас именно говорят: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые искренние комментарии, за вашу помощь и участие в жизни канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.